Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку статистики по распространению инфекции COVID-19 в Google таблицы. Это нужно, чтобы передавать данные по COVID в другие системы. Например, в Google таблицах вы сможете вести учет статистики, обрабатывать ее и всячески взаимодействовать с ней в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных COVID-19. Далее необходимо выбрать действие. Получить статистику по странам, если вы хотите получать данные отдельно по каждой стране. Также вы можете получать общую статистику. В данном случае меня интересует статистика по странам. Для системы коронавирус COVID-19 доступ не предусмотрен, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо отметить галочками страны, по которым вы хотите получать данные по статистике. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по статистике коронавирус COVID-19 отдельно по каждой стране, которую вы отметили галочкой в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных коронавирус COVID-19 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо выбрать файл и лист, на который будут добавляться данные о статистике коронавирус COVID-19. Теперь вы видите колонки Google таблицы, в которые можете назначать переменные из источника данных коронавирус COVID-19. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые будут отправляться в Google таблицы при каждом обновлении связи. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо включить автообновление, чтобы система Apex Drive передавала данные по статистике COVID-19 в Google таблицы в автоматическом режиме. Далее необходимо перейти к настройке связи и изменить интервал обновления. В данном случае получение статистики будет достаточно 1 или 2 раза в день. Для того, чтобы выбрать такой интервал обновления, указываем 12 часов или 1 день. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!